Всем доброго здравствуйте! Вы на канале Кэт Вилд. Все новые озвученные истории в раннем доступе находятся на каналах Бусти и Телеграм, ссылочки на которые вы легко найдете в описании под видео. Некоторые работы вовсе никогда не попадут на YouTube. Мне очень жаль разочаровывать некоторых слушателей, но по-другому нельзя. Пожалуйста, не забывайте ставить пальчик вверх, а также не поленитесь зайти к автору на фейсбук и написать пару добрых слов благодарности и отметить лайком. Поверьте, это тот самый волшебный пинок, что запускает авторскую музу работать, а нас с вами читать новые невероятные истории. Итак, приятного прослушивания. Вострикова. Ярмарка памяти. Письмо. Пролог. Здравствуй, мой милый мальчик. Думаю, ты никогда не прочтешь этого письма, но мой хозяин сказал, что время у меня еще есть. Может, час, а может и больше, и потратить мне его все равно не на что. Так что я напишу тебе, ведь самое важное в моей жизни было связано с тобой. Ты и есть это все. Я встретил тебя промозглым ноябрьским утром, когда шел к своему другу, чтобы... Впрочем, как раз это теперь уже не важно, потому что тем планом не было суждено исполниться. Я не знаю, что ожидал увидеть в твоих глазах. Страх, смирение или мольбу о помощи. Я так и не смог в них посмотреть. Твой взгляд ускользал от меня. Ветер трепал лохмотья на твоих плечах, а ты даже не пытался от него укрыться. Ты не мог стоять. Ты был измученным и замерзшим и выглядел так, словно смерть уже протянула к тебе свои костлявые руки и вот-вот стиснет в объятиях. Я тогда и не заметил, насколько ты красив. Я разглядел это уже после, спустя, наверное, несколько дней. За попытку тебя спасти я заплатил немало, но я ни разу не пожалела об этом. Никогда. Если вдруг кто-то скажет тебе, что я зря так поступил, умоляю, не верь. Ты стоишь гораздо большего. Даже сейчас, когда все снова вернулось к точке отсчета, я жалею только о том, что малодушно сдался и упустил последнюю возможность тебе помочь. Я помню шрамы на твоей холодной, как лед, спине. Помню, как пытался тебя согреть. Потом тебя мучил жар, и я молил Бога, чтобы ты смог заснуть. Но как только ты заснул, мне пришлось снова молить Бога, чтобы ты проснулся. Твой сон был ужасен. Я никогда не слышал, чтобы люди так кричали. А ведь я повидал немало горя и смерти. Я очень боялся за твою жизнь, здоровье и особенно за рассудок. Сейчас, вспоминая то время, я признаю, что моя забота могла быть слишком ненавязчивой. Прости меня. Поверь, я всего лишь хотел тебе помочь. Избавить от боли, оградить от страданий. Мой друг говорил мне, что я прячу тебя от жизни и в своем стремлении потерял всякую меру. Но это неправда. Он просто не видел твоих мучений. Возможно, я что-то сделал не так, в чем-то ошибся. Возможно, у меня просто не хватило ума, денег и сил. Но те дни, пусть и недолгие, когда ты был веселым и счастливым, стоят всего, что я отдал. И для меня не было в жизни человека важнее тебя. Прости, что я напугал тебя. Я не хотел. Но я не мог сдержаться. Это была пытка узнать, что сама судьба вновь и вновь насмехается над тобой,
заставляя совершать ту же ошибку. И тем более ужасно мне осознавать, что это и моя вина тоже, что это я сделал тебя таким уязвимым. Моя бестолковая жизнь подходит к концу, а ты меня ненавидишь. И правильно. Я мог бы попытаться еще, но струсил, отчаялся и сделал глупость, убил не того человека. Что ж, по правде говоря, невелика потеря. Жаль только, что я так и не помог тебе, и за это в последний раз прошу у тебя прощения. Мне лишь остается уповать на то, что ты уже достаточно взрослый и сам сможешь сделать правильный выбор. Пожалуйста, будь счастлив. Каким концом рисует кисточка? Хорош спать! Доброе утро! Он подскакивает от неожиданности и тут же бьется плечом во что-то твердое. Заторможенно наблюдает, как глиняный кувшин срывается со стены, летит медленно, будто тоже не может проснуться, и, наконец, падает в кучу тряпок на матрасе. Тряпки безвольно дергаются и затылок простреливают болью, сильно до тошноты заставляя замереть и задержать дыхание, только бы не стало еще больнее. Удары сердца медленные и неровные, они гулко отдаются в голове, и с каждым из них непослушными волнами отступает сон, глубокий, вязкий, без сновидений, оставивший после себя травянисто-горьковатый привкус. Голос кажется ему незнакомым. «Завтрак уже готов. Умывайся и идем, а то все слопают». От бойкой, переходящей в вопль живости, его настигает новый приступ боли. Но, к счастью, слабее первого. Можно вдохнуть, выдохнуть, осмыслить. Паренек смахивает на пирата. На нем рабочая блуза и закатанные до колен штаны с огромными карманами. Ноги босые, на голове залихвастки повязан выгоревший красный платок. С лица стекают и падают на пол капельки воды. Только лицо у пирата подозрительно радостное. Как можно чему-то радоваться в этой убогой комнатушке с давящей низким потолком? Но неправильный пират улыбается, немного робкой и очень искренней улыбкой. Улыбается ему. Звуки даются с трудом. Говорить и шевелиться все еще страшно. Кажется, что любое движение снова принесет боль. «Ты кто?» В черных глазах пирата полудетским прищуром застывает недоумение. «Как это кто? Я Чимин. Вот, держи, вода там». Пират протягивает ему полотенце. Старенькое до хруста, чистое, и кивает в сторону похожего на нору дверного проема. «А ты что, не помнишь, что ли? Мы вроде не так много и выпили». «Выпили? Мы?» Из проема тянет утренней свежестью, но пробегающий по телу холодок совсем иной природы. Он не помнит ни паренька-пирата, ни того, как они пили, ни того, как спали. А спали, скорее всего, вместе. На матрасе рядом остались следы лежавшего там человека. И этот. Господи, как его, Чимин, здесь явно не гость. Странно, непонятно, страшно. Он осторожно шарит рукой по вмятине. В тряпках еще можно уловить тепло, а тот, кто его оставил, настойчиво зовет. Умываться? Завтракать? А потом? Нет, я не помню. Собственные слова, несмело тихие, вдруг многократно отражаются от тесноты и нападают со всех сторон. Первое желание рвануть из этой мышеловки вон на улицу и увидеть хоть что-нибудь знакомое сменяется жутким оцепенением. Ничего знакомого он не увидит. Это даже не мысль. Мысли в голове вообще нет. Там взрывается соднящей, жгучей пустотой. А снаружи наступает ощущение невероятного одиночества, словно маленький ребенок потерялся на огромной ярмарке. Вокруг снуют люди. Спешат, кричат, ругаются, продают и покупают. Но никто не замечает крошечного человечка под ногами. А для крошечного человечка все они бесконечно огромные, чужие, страшные. Не у кого спросить. Где мама? Никто не покажет ему дорогу к дому. А он испуган настолько, что крики сливаются в один общий гул. От него закладывают уши. Гул стихает.
оборачивается густым плотным туманом, за которым ничего нет. Пустота. Снаружи такая же пустота, как и внутри. Он оттягивает ворот грубой рубахи. Она душила его все это время. Душила так же, как теперь душит тревога, неумолимо переходящая в ужас. Осторожно поджимает ноги, упирается спиной в неровную стену. Он не ребенок. Он не заблудился и не пытается найти маму. Он вообще не знает, есть ли у него мама и дом. Тогда где он? Что это за комната? Кто такой Чимин? Кто такой он сам? Он вообще ничего не помнит. Он сглатывает скопившуюся во рту горечь, кусает губы и чувствует, как по щекам катятся слезы. Чимин таращит на него глаза и опускается рядом на матрас. Почти падает вслед за полотенцем. Улыбка медленно исчезает с его лица, а тихий голос, почти шепот, теперь тоже испуганный, окончательно вгоняет в панику. «Ты что? Эй, погоди! Ты правда не помнишь? Вообще ничего?» «Меня зовут Тэхён. Мне 18 лет, я ученик в гончарной мастерской. И я ничего из этого не помню. Он не помнит даже того, что его зовут Тэхён. Но имя ему нравится. Оно подходит, садится удобно, словно долго ношенная обувь. Он повторяет его несколько раз, про себя, вслух, громко и шепотом. Имя звучит приятно, естественно, дает невидимую опору, за которую можно ухватиться и не уступить отчаянию, не утонуть в море непонятного и неизвестного. Он Тэхён. Тэхён. К имени почти не нужно привыкать, оно ему словно родное. И это первая маленькая победа над кошмаром, окружившей его пустоты. Вторую победу невольно дарит ему человек по имени Юнги, хозяин мастерской. Невысокий, худой мужчина в добротных сапогах и огромной шляпе. Чимин просит его дать Тэхёну выходной, но Юнги смотрит из-под шляпы безо всякой жалости и только говорит кому-то на улице принести им в каморку завтрак вместо пропущенного. «У тебя что-то болит?» – спрашивает он вжавшегося в угол Тэхёна. Резко, почти грубо. Тэхён разбит и дрожит от страха. Он не представляет, что ему делать. В самом прямом смысле слова. Куда встать, где взять штаны, нужно ли повесить на место кувшин и как выразить хозяину почтение. И в эту минуту полного хаоса и непонимания он натыкается на взгляд Юнги, который разом приводит в чувство. Взгляд не жестокий, но суровый и презрительный. Он одновременно злит, раздражает и приглашает к бою. Это не взгляд, а вызов, и его невозможно не принять. Уже позже Тэхён убедится, что его решение пойти работать оказалось верным. Быть среди людей и приносить пользу намного лучше, чем, оставшись в одиночестве, пытаться воссоздать человека внутри выхолощенной оболочки. Сейчас же он просто не понимает, чем заслужил презрение и не хочет показать хозяину, насколько слаб и растерян. «Нет». Он отвечает твердо, почти зло, и старается не отвести глаз. Сбоку слышится удивленный писк Чимина. Юнги слегка кивает, одобряя ответ. «Тогда не вижу необходимости. Ешь и топай в цех, а там посмотрим. Каким концом рисует кисточка, ты, надеюсь, не забыл?» А Юнги это тоже опора. Основательная и крепкая, хотя и не слишком комфортная. Возле нее не хочется утопиться в жалости к самому себе, но от нее вполне можно оттолкнуться, чтобы обрести равновесие. После стычки с Юнги Тэхёну становится намного легче. Он не только способен есть, он даже чувствует себя голодным. Может, это просто еще один вариант пустоты, который тоже хочется заполнить. Но Тэхён ест с удовольствием и уже задает Чимину вполне осмысленные вопросы. Что это за место? Сразу спрашивать о себе неприлично и невежливо. Но можно же зайти с другой стороны. А там слово за слово, или он от природы очень любопытен. Чимин забавный.
Найдя благодарного слушателя, он торопится рассказать как можно больше. «У нас тут здорово, не переживай, тебе понравится. Ой, ну, то есть тебе и раньше вроде бы это... Ну, ты вроде не говорил, что не нравится, да?» Недолгая растерянность быстро проходит. «Ну, значит, и сегодня понравится. Юнги уже наверняка всех предупредил, он очень хороший хозяин, и остальных сейчас увидишь. А вдруг кого и вспомнишь? Только не пугайся. Юнсу у нас немного страшный, но он добрый. А твой мастер ни пса не слышит. Ему нужно говорить прямо в левое ухо. А на обед матушка обещала...» У Тэхёна явное преимущество. Чтобы слушать, рот не нужен. Поэтому Тэхён спокойно ест, смотрит на захлебывающегося молоком и словами мальчишку. И как-то непроизвольно отмечает, что его речь по-деревенски простовата, а местами и не очень грамотна. И что, несмотря на одинаковый возраст, Чимин воспринимает его младшим. Он радуется, как ребенок, иногда смущается и пытается себя сдерживать. Но получается это у него из рук вон плохо. Впрочем, Тэхёну даже нравится. Чимин, в отличие от хозяина, добродушен, открытый и явно хочет подружиться. Тэхёну сейчас это очень нужно. «Я тебе даже завидую. Это же все заново столько всего узнаешь. Черт, прости, я дурак, да? Но если с тобой это не первый раз, наверное, ничего страшного, да? Я тебе вечером...» «Не в первый раз?» Чуть не подавившись, перебивает Тэхён. «Ну да. Тогда я не понимаю, что-то не складывается. Тэхён уже достаточно приходит в себя, чтобы рассуждать разумно. Если с этим не в первый раз, почему Чимин так удивлен и напуган, когда со всех ног рванул за хозяином? И почему? Почему ты мне сразу не сказал?» «Да я же не знал». «Как это?» «Только что не знал, а теперь знаешь откуда?» «От Юнги». Чимин отвечает так, будто это само собой разумеется. Будто все на свете знания можно получить только от одного этого человека. Ой, сейчас я ему говорю, у Тэхёна память отшибла, а он ничего, мол, переживет не в первый раз и не в последний. Вроде бы ты ему сказал, что чем-то болен и иногда того теряешь память. Значит, вот оно что. Не первый раз и не последний. Может, поэтому он не рвет на себе волосы и не кричит раненым зверем. Поэтому так отстранен и спокоен. Что это? Смирение? Его разум знает, что в голове что-то безнадежно испорчено и страдать не имеет смысла. Может, он просто привык? Привык просыпаться в незнакомом мире, собирать себя по крупицам или делать заново, а потом снова забывать. Я сам сказал, и надолго это со мной? Я не говорил, как быстро вспоминаю. И вспоминаю ли я вообще? Додумывает Тэхён, но вслух не произносит. Не знаю. Чимин хлопает глазами. Ребенок, который спрятал конфету и забыл куда. Но можно у Юнги спросить. Наверное, можно. А стоит ли? Заглянуть под шляпу, схлестнуться с колючим взглядом, почувствовать холодок под кожей. Для чего? Чтобы разозлить? И получить в ответ еще что-нибудь про кисточку и ее конец? И так понятно. Он и в самом деле не впервые теряет память, потому что прошла едва ли не половина часа, а ужаса первых минут как не бывало. Он слишком быстро принимает ситуацию, осваивается среди пустоты. Он все еще не в своей тарелке, но ему больше не хочется вырваться и бежать отсюда без оглядки. Здесь, пожалуй, неплохо. И Чимин со своим «спросить у Юнги» такой смешной, что губы невольно растягиваются в улыбке. Ладно, и давно я здесь? Нет, неделю примерно. Но всю неделю ты работал нормально, ничего не забывал. Интересно. То есть мы с тобой знакомы целую неделю, но тебе я про эти свои провалы памяти не говорил? А хозяину сказал? Ну да. Ну, ты же ко мне только вчера переехал, а в мастерской мы... Ну, ты расписываешь, а я так на побегушках.
так мы и не разговаривали». Ответ звучит как-то неубедительно, но разобраться уже не получается, потому что Чимин допивает остатки молока и по-простецки вытирает рот подкатанным рукавом рубахи. «Ну что, идем?» Когда они приходят в цех, остальные уже на местах. Тэхёну неловко. Его откровенно, не скрывая любопытства и подозрительности, разглядывают. Да, Юнги успел всех предупредить, но это лишь сделало из Тэхёна диковинную зверушку, от которой непонятно чего ожидать. Замычит она, заблеет или начнет кусаться молча. Похоже, здесь только хозяин в состоянии следить за выражением своего лица. Остальной народ такая же деревня, как Чимин. Тэхён неловко кланяется. Здоровается тихо, виновато заливаясь жаром. Ему хочется спрятаться, но нельзя и некуда. А Чимин уже тащит его за собой, приветствует своих друзей и явно радуется тому, что оказался в центре внимания. Восторженная трескотня Чимина вызывает у многих улыбку, и Тэхёну тоже начинают улыбаться. Все еще с удивлением и как будто за компанию. Как будто без Чимина Тэхён так и оставался бы одиноким неизученным существом, и дорога в это маленькое общество ему была бы закрыта. Странно. Он работал здесь целую неделю, а такое впечатление, что его не знают и даже боятся. Неужели их пугает его состояние? Это какие-то суеверия? Или они настолько дремучи, что могут считать подобную болезнь заразной? Нет. По их разговорам с Чимином не скажешь, что они тупые или ограниченные. Ни одного бранного слова, никаких неприятных вопросов, незамысловатые, но все же смешные шутки. Отчасти в пику хозяину, а отчасти и сами по себе эти простые люди нравятся Тэхёну, и ему хочется понравиться им. И Тэхён жмется ближе к Чимину, а Чимин все такой же веселый и не осознающий собственной значимости. Продолжает свое триумфальное шествие, обняв Тэхёна за плечи и тараторя еще быстрее. Становится легче. Люди оживают, их взгляды меняются и перестают пугать. Встречаясь с каждым из них, Тэхён не видит того, чего боялся. Брезгливости, страха или тошнотворной жалости. Лишь дружеское участие, понимание и немного удивления. Ему предлагают помощь, доброжелательно, но ненавязчиво, и Тэхён чувствует, что все это искренне от чистого сердца. Цех небольшой и светлый, а место Тэхёна возле окна, сейчас распахнутого настежь. С улицы тянет утренней прохладой с легким запахом сухой травы и доносятся обычные деревенские звуки. Лай собаки, крик петуха, стук колес о неровные камни дороги, ленивая ругань возницы. Меня зовут Тэхён. Я живу в бараке рядом с цехом и расписываю глиняные горшки синей краской. После этого их покрывают глазурью и везут на обжиг. Синяя краска называется кобальт. Учителем Тэхёна оказывается старик, чрезвычайно дряхлый, глухой и беззубый, но еще уверенно держащий кисточку в скрюченных почтенным возрастом пальцах. Он зачем-то рассказывает Тэхёну о красках для росписи по шелку и раз 15 спрашивает, как его зовут. Тэхён слушает внимательно и отвечает, сколько нужно. Тэхён, Тэхён. Его зовут Тэхён. Ему нравится. И свое имя, и то, что он такой не один. Старик тоже ни черта не помнит, кроме того, каким концом рисует кисточка. Старик сидит в углу, где мало света. И Тэхён уже хочет предложить ему свое место. Но потом понимает, что смысла в этом нет. Мастер расписывает почти не глядя, чуть ли не на ощупь, выводя на вазе идеально выверенный рисунок. Тэхён замирает, завороженный таинством рождения. Сосновые ветки переплетаются с бамбуком, взлетают потревоженные птицы, и оскаливший пасть дракон разрывает крыльями синие облака. У Тэхёна работа попроще. Незатейливая кайма из листьев по краю чаши горшков. Такими же горшками уже заставлен целый стол.
Они были расписаны вчера, краска на них высохла, и Чимин относит их на глазуровку, освобождая место для новых, чистых и звенящих гулкой пустотой. Вспомнятся ли они завтра? Работа увлекает. Листья в черни наносятся штампом, а потом Тихон обводит их, дорисовывает детали, и узор преображается. На 4-й или 5-й чаше Тихон забывает про штамп, получается ничуть не хуже. Старый мастер не замечает промашки. Он уже давно дремлет над своей вазой, но возле Тихона задерживается Юнги и снова почти незаметно кивает головой. Тихон уже знает. Это одобрение. Он осмеливается спросить. «Можно мне попробовать что-нибудь другое? Не по шаблону?» Хозяин неторопливо оглядывает полсотни вчерашних одинаковых горшков. Потом полсотни приготовленных на сегодня, а потом долго смотрит на Тихона. Зверушка вроде как заблеяла. И Тихон с ужасом понимает, что его идея мало того, что дерзкая, так еще и по-детски глупая. Ведь расписать за день такое количество горшков будет не просто даже по шаблону. Но в тот миг, когда, устыдившись своего порыва, он уже готов просить прощения, Юнги снова кивает. «Можно». И уходит, не говоря больше ни слова. Количество работы Тихона не смущает. Шеренги горшков представляются ему полем бесконечных возможностей. Но и выставить себя перед хозяином неразумным взорвавшимся мальчишкой очень не хочется. Ведь представленная ему свобода действий – это еще и ответственность. Впрочем, пути назад уже нет, а Тихона охватывает странный азарт. Не успевает он закончить одну кайму, как придумывает следующую. Видел ли он такое раньше? Или, может, даже рисовал? Откуда возникают эти образы, Тихон не задумывался. Он наслаждается каждой минутой и с трудом удерживается, чтобы окончательно не потерять голову. Все-таки делает по 2-3 похожих рисунка, усмиряя на время свою фантазию и старательно доводя до совершенства и композицию, и мелкие детали. На горшках расцветают лотосы и порхают стрекозы. Вокруг кувшинов вышагивают миниатюрные цапли. На чашах извивается виноградная лоза, а у Тихона не остается ни минуты на мысли о своем потерянном прошлом. Его тихонько хвалит гончар по имени Юнсу. Юна, единственная в цехе и очень красивая девушка, задорно улыбается, сверкая ровными белыми зубами. Чимин задевает и будет старого мастера. И тот, как ни в чем не бывало, продолжает выводить чешую на драконьем хвосте, совсем не обращая внимания на художество Тихона и лишь еще пару раз спрашивая, как его зовут. Тихон. Его зовут Тихон. А кисточка рисует 2 концами. Одним на скучной глине и мучнисто-сером фарфоре, другим прямо в душе познающего себя человека. Время летит быстро. Обед накрывают на улице под навесом. Едят, усевшись одним большим кругом. Вместе с Тихоном и хозяином их 13. 3 женщины. Юна, ее мать и мать Чимина. Юна покрывает изделие глазурью. Старшие женщины занимаются хозяйством и готовят. 2 мужчин неопределенного среднего возраста работают на обжиге. Юнсу и еще 3 таких же мастеров на все руки, один из которых одноногий инвалид на формовке. Вопреки опасениям Чимина, Юнсу не кажется Тихону страшным. Просто у него на руках и лице следы сильных ожогов, чего он очень стесняется. Юнсу самый высокий и крепкий, но большей частью молчит и пытается казаться незаметным, особенно когда рядом с ним появляется Юна. Все едят не торопясь, отдавая должное простой, но вкусной пище. Инвалид его зовут Инсон, оказывается острым на язык и своими историями вызывает смех даже у Юнги. Старик снова начинает клевать носом, и Юна привычным жестом подсовывает ему под спину подушку, а Тихону хочется всего и сразу. Его жадность до ощущения сродни жадности узника, вырвавшегося на свободу после многих лет заточения в одиночестве,
темноте и опустошающем безделье. Им очень нравятся все эти люди. И ощущение большой дружной семьи, и бесконечный поток истории Инсона. Но в цехе его ждет кисть, краски и чуть шершавая поверхность наполовину обожженного фарфора, а окружающий мир уже выстраивается орнаментом. У Тэхёна такое чувство, будто он давно не видел ни голубого неба, ни зелени каштанов, ни разноцветных бабочек. Все это слишком хочется пропустить через себя, нарисовать и подарить людям. И еще запомнить так, чтобы навсегда, навечно, чтобы больше не забыть. Единственное, что смущает Тэхёна, это отношение Юнги. Юнги не высокомеренный и не заносчив, но и не пытается быть своим парнем, оставляя место для законного уважения. Он немногословен, он больше слушает, чем говорит сам, но обстоятельно вникает во все рабочие процессы. С любым другим человеком Юнги может довольно долго что-то обсуждать, но не с Тэхёном. Со всеми остальными Юнги ведет себя как друг, сын или брат. А к Тэхёну он относится совсем по-другому. Просьбы умещаются в одно-два слова. Одобрение — лишь легкий наклон головы. И Тэхёну вообще-то хватает. Он понимает Юнги даже без слов и уверен, что Юнги понимает его тоже. Что-то такое есть между ними, что, несмотря на разницу в возрасте и положении, делает возможным и понимание, и противостояние. Одинаковое восприятие мира, воспитание, общая тайна. К концу дня Тэхён готов признать, что Юнги ему тоже нравится, но абсолютно без взаимности. Слишком часто Тэхён ловит на себе быстрые жесткие взгляды, и в такие мгновения ему кажется, что Юнги его ненавидит. Сразу после ужина Чимин тащит Тэхёна в деревню. Уже темнеет. Красноватые лучи заката вспыхивают на неровных стеклах крошечных окон. Домики маленькие, убогие, есть и совсем развалившиеся, в которых и жить-то уже вроде невозможно, но из них тоже слышны голоса. А рядом играют дети, худые, оборванные, с разбитыми о камни ногами. Чимин останавливается возле одной из таких развалин. Ой, я вырос в этом доме. Потрескавшиеся стены, угрожающие перекосившаяся крыша. Возле дыры, бывшей раньше окном, обломки расколотого жернова и черная вислоухая собака. Чимин достает из кармана кусочек лепешки, и собака тут же подбегает за угощением. «Твоя?» — спрашивает Тэхён. Его очень угнетает вид разрухи, бедности и торчащих собачьих ребер. «Нет». Чимин чешет псину за ушами, а она пытается лизать его руки. «Это тех, кто здесь сейчас. Когда Юнги взял нас к себе, мать отдала им этот дом. У них был совсем плохой». Женщина, которая окапывала чахлое деревце позади того, что Чимин назвал домом, замечает их и подходит. Издали ее сгорбленная фигурка казалась почти старческой, но сейчас видно. Женщине вряд ли больше 30. Превозмогая усталость, она тепло улыбается Чимину, а Чимин представляет ей Тэхёна как своего друга и снова лезет в карман. У него там еще 2 лепешки целые. «Вот, это вам с Ярим. И Юнги просил передать, что она может прийти завтра вечером». «Кто такая Ярим? Ее дочь?» — спрашивает Тэхён, когда они идут назад. «Да». Юнги говорит, что она умная девочка и учит ее читать. «А почему Юнги?» Коготок ревнивой несправедливости легонько цепляет возле сердца. Уставший, вымотавшийся за день хозяин будет возиться с чужим ребенком. А Тэхёну ненависть в приглядку из-за спины, без объяснения причин. «Разве здесь нет школы?» «Школы? Да ты что, конечно, нет. У нас во всей деревне только Юнги грамотный и еще немножко Юна. Но ее тоже Юнги научил». «А ты?» «Я?» Чимин в искреннем удивлении таращит глаза. «Да куда мне? Но зато я умею считать, и умножать, и делить». Тэхён не отвечает. Он просто теряет дар речи. Как это не уметь читать и писать?
Тэйхён не помнит, кто он и откуда, но то, что он может быть неграмотным, нет. Такое даже не приходит ему в голову. И еще он уверен, что в его детстве не было нищеты, провалившихся крыш и собачьих скелетов. Он не ползал в придорожной пыли чумазым оборванцем, как эти дети, наверняка даже не знающие, что такое конфеты. А Тэйхён знает. Знает, что такое конфеты, уроки, красота. Его детство – это еще не воспоминание. Это лишь невесомая паутинка ощущений, но оно определенно было другим, с большим домом, кружевными занавесками и запахом вишневого компота. И кто-то играл на дудочке, нежную, струящуюся легкой тоской мелодию. Меня зовут Тэйхён. Мне очень нравится моя работа и все те люди, что меня окружают. Но эта картина не моя. Я вырос в каком-то другом, а не в этом мире. Уже укладываясь спать, Чимин доверчиво признается. Знаешь, я очень рад, что ты потерял память. Вчера я бы ни за что не поверил, что мы с тобой подружимся. Сегодня ты совсем другой. Тэйхёну хочется обнять Чимина и поблагодарить за все, что тот вольно или невольно для него сделал. Но время откровенного разговора еще не настало. Наверное, Чимин бы сильно расстроился, если бы узнал, что своими простыми словами вновь пробудил в душе Тэйхёна все утренние страхи. Днем у Тэйхёна почти не было времени на размышления о чем-либо, кроме работы. А когда появлялось, он заставлял себя думать, что существует только с сегодняшнего утра, как новые горшки, те, что не по шаблону. Это не было осознанным решением. Скорее, это был побег. Тэйхёну хотелось спрятаться и подождать, пока все вспомнится само, или появится добрый сказочный великан, который успокоит, приласкает, скажет, что Тэйхён совсем не сумасшедший, и заставит память вернуться. И вот сейчас, когда великана все нет и нет, а Тэйхён устал и беззащитен, страх приходит вновь. Каким Тэйхён был вчера? Каким будет завтра? Какой он на самом деле? Какой? Тихо спрашивает Тэйхён. Но он слишком долго боялся. Чимин уже спит.